Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, пришло время уделить внимание нашему любимому безбашенному семейству куньих. Не забывайте, что для них у нас есть отдельный плейлист с одноименным названием. И как оказалось, медоед живет не только в Африке. У него есть южноамериканский родственник, который очень похож на своего собрата. Встречайте гризона или гурона, род распространенных в Центральной и Южной Америке млекопитающих из семейства куньих. В роде гризонов состоят два вида – гризон и малый гризон. Вид впервые был описан в 1776 году немецким натуралистом Иоганном Шребером. Прежде всего, гризоны бросаются в глаза своей контрастной окраской. Их мордочка, грудь, живот и лапы окрашены в черный цвет, а спина и бока, включая короткий хвост, у большого гризона серого, а у малого желтовато-серого цвета. Между обеими областями тянется белая полоса от лба до плеч. Никого не напоминает, например, главного бандита африканской саванны. Такая окраска как бы предупреждает врагов, что им лучше держаться подальше, ибо перед ними псих. Кстати, все помнят, что маленькие гепардики до своего совершеннолетия косят под медоедов именно с помощью такой серой полосы на спине. Со временем она пропадает, зато хищные птицы предпочитают облетать гепардят стороной. Гризоны же имеют американскую прописку и обитают в Центральной и Южной Америке. Большой гризон распространен от Мексики до юго-восточной Бразилии, а малый гризон населяет центр и южную часть Южной Америки, от юга Перу до Аргентины. Оба вида непривередливы к выбору сферы обитания и встречаются как в тропических лесах, так и в других видах лесов, а также в открытой прерии. Малого гризона можно встретить даже в горной местности. Как и большинство куньих, гризоны отличаются продолговатым туловищем и короткими конечностями. При этом малый гризон выглядит более коренастым. Большой гризон достигает длины 50 см и веса до 3 кг. Длина малого гризона составляет от 30 до 50, а вес от 1 кг до 2,5. Хвост у обоих видов насчитывает в длину 15 см. Гризоны ведут преимущественно наземный образ жизни, но при этом они отлично лазают по деревьям и неплохо плавают. Эти навыки очень помогают гризонам охотиться. На деревьях есть птичьи гнезда с яйцами. Это самое любимое лакомство зверька. В воде они рыбачат, а на земле охотятся на мелких грызунов. В разгрузочные дни гризоны могут есть ягодки и фрукты. То есть гризоны всеядны. Движения у гризона резкие и быстрые. Причем перемещается зверек по зигзагообразной траектории, что сильно путает хищников, которые его преследуют. В погоне за гризоном им приходится повторять такие же движения, скакать то влево, то вправо, что очень сильно утомляет. В целом образ жизни американских медоедов похож на стиль жизни хорьков, хотя они идут на охоту, как правило, в одиночку. Иногда их можно, конечно, встретить вдвоем или в небольших семейных группах. Гризоны общаются между собой посредством звуковых сигналов, напоминающих фырканье, мурлыканье, тяжелое дыхание, визг и даже лай. Важную роль в их общении играет обоняние. Впрочем, гризон очень редко спасается зигзообразным бегством от своего противника, ведь у него имеется секретное средство для самообороны – зловонный секрет. Собственно, точно такой же есть у его братишки-медоеда. Специфический аромат отрезвляюще действует на врагов и, самое главное, напрочь отбивает аппетит.
Поэтому, столкнувшись с гризоном единожды, многие хищники больше не желают с ним встречаться. Однако по сравнению с другими куницами его аромат не столь неприятен для человеческого обоняния. Именно поэтому в Центральной Америке гризонов довольно часто содержат дома в качестве питомцев для борьбы с грызунами. В неволе он легко приручается и становится ручным. Он обладает врожденной сообразительностью и способностью к дрессировке. Однако при этом он не утрачивает охотничьих инстинктов. Этот юркий хищник не упустит случая напасть на домашнюю птицу. И дикие, и домашние гризоны отличаются любознательностью и игривостью. Их игры, как правило, принимают форму борьбы, сопровождаемой легкими покусываниями. О размножении гризонов известно очень немного. Беременность длится около 40 дней, а количество детенышей составляет от 2 до 4. Половая зрелость наступает в возрасте около 6 месяцев. Большие гризоны образуют моногамные или изредка полигамные семьи. Потомство обычно появляется на свет в период с марта по октябрь. Приблизительно к недельному возрасту детеныши открывают глаза, а в 2 недели от роду начинают пробовать мясную пищу. Молочное кормление продолжается около месяца. В 4 месяца подростки достигают размеров взрослых животных и переходят к самостоятельному существованию. Продолжительность жизни гризонов в естественных условиях невысока и не превышает 7 лет. В неволе при хорошем уходе гризон доживает до 10. По сути, единственным реальным врагом для гризона на американском континенте является только голый обезьян. Многие люди обозлились на них за то, что гризоны время от времени совершают ночные набеги на домашнюю птицу. За эту невиданную наглость некоторые южноамериканские фермеры решительно истребляют эту вонючку, но они еще не видели нашу ласку. Кстати, ролик о ласке тоже есть. В то же время есть среди людей и защитники гризона, которые понимают, что пользы от него больше, чем вреда. Ведь он уничтожает грызунов, которые обитают поблизости с теми же фермами. А вы бы завели дома такого грызончика вместо кошки? Пишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!